На АвтоВАЗе паника. Соколов требует спасти Ладу запретами импорта и сборами. Весту не берут даже со 40% скидкой. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм каналы. Были времена, когда автомобили марки Лада значили для россиян гораздо больше, чем просто средство передвижения. Это был символ. Отечественный автомобиль, который мог позволить себе и студент, и пенсионер. Названия вроде «Жигули», «Самара» и «Нива» звучали гордо. Их связывали с простотой, надежностью и чем-то по-настоящему нашим. Но в этом году АвтоВАЗ оказался в крайне тревожной ситуации. Склады заполнены непроданными машинами. Спрос резко упал, а глава компании Максим Соколов пытается вновь разжечь народную любовь к бренду с помощью жестких мер и административных рычагов. Но достаточно ли этого? Или мы наблюдаем последние главы в истории великого завода? Сегодня на огромных автостоянках безмолвно стоят десятки тысяч машин. Весты, Гранты, X-Ray, а теперь еще и новая Искра. В ожидании покупателей они покрываются пылью и теряют товарный вид. Более 50 тысяч автомобилей прошлого года так и не нашли своих владельцев. Это не просто статистика, это финансовый тупик. Каждый автомобиль, простаивающий на складе, это недополученные инвестиции, упущенные возможности для развития модельного ряда и технологических обновлений. Однако реальность такова, что даже ощутимые скидки до 20% не стимулируют продажи. Пример Lada Vesta NG, за базовую версию которой просят около 1,5 миллиона, а за максималку уже 2. При таких ценах внимание покупателей закономерно уходит в сторону китайских марок. Geely Cool Ray или Chery Tiggo 4 с современным дизайном, турбодвигателями и насыщенной комплектацией выглядят гораздо привлекательнее на фоне того, что предлагает АвтоВАЗ. А для тех, кто планирует сэкономить до 40% на покупке автомобиля, используя лазейку в утильсборе, рекомендую обратиться в Hot Car Online. Ребята поставляют автомобили с аукционов Японии и внутренних рынков Южной Кореи и Китая с полным набором услуг от поиска и покупки до отправки, оформления и доставки в ваш город. Hot Car берет на себя подготовку всех документов, перевозку на судне, растаможку, ГИБДД, а вы получаете автомобиль, готовый к эксплуатации. Ознакомьтесь с базой отзывов и рекомендаций от клиентов, с которыми уже пройден этот путь. Контакты и ссылки оставил под видео, пишите или звоните, и вам рассчитают стоимость понравившегося автомобиля и расскажут, как получить выгоду до 40% с рынком РФ, а мы идем дальше. Лично я считаю, что АвтоВАЗ попал в собственную ловушку, в ловушку прошлого. У людей в памяти живут Жигули, которые постоянно требовали ремонта, и как бы ни старались современные инженеры, это недоверие никуда не делось. Сам я помню соседа, который, имея десятку, проводил в гараже больше времени, чем за рулем. Сегодняшние Лады стали лучше, но шлейф сомнений никуда не исчез. Одними акциями этот барьер не преодолеть. Но вместо того, чтобы убедить покупателей, АвтоВАЗ действует силовыми методами. Максим Соколов воспринимается по-разному. Одни считают его спасателем, другие администратором, полагающимся на давление, а не на инновации. Его текущая стратегия – это комбинация демпинга, давления на конкурентов и ставка на увеличение утилизационного сбора. На недавней автовыставке он прямо заявил, что отечественный производитель с высокой локализацией должен получать больше поддержки от государства. Иными словами, Соколов предлагает сделать импортные автомобили настолько дорогими, чтобы у покупателей не оставалось выбора, а главным инструментом для этого должен стать утильсбор. Сегодня его размер колеблется от 178 до 306 тысяч рублей, в зависимости от двигателя, но Соколов предлагает увеличить его, особенно в отношении электромобилей, сегмента, в котором Lada вообще не представлена. Разберемся, что это значит на практике.
Утилизационный сбор, введенный в 2012 году, должен был компенсировать утилизацию и стимулировать развитие отечественного автопрома. По факту это налог на иномарки. В условиях ослабевшего рубля около 90 за доллар цены на импортные машины и без того неподъемны. Hyundai Creta, например, в базовой версии стоит от 2,5 миллионов, а с учетом всех сборов легко переваливает за 3. Если утиль-сбор увеличат, ситуация станет критичной для покупателей. Но спасет ли это Ладу? На мой взгляд, это лишь временная мера. Да, она может дать кратковременный эффект, но главная проблема в другом – доверие и качество. Никто не хочет переплачивать за автомобиль, который начнет сыпаться после первых 10 тысяч километров. К тому же китайские компании давно адаптировались, открывают сборочные площадки в России, тем самым снижая издержки. То, чего не учел Соколов, это скорость, с которой китайцы приспосабливаются. Это не стратегическая победа, а борьба с ветряными мельницами. Ставка на новую модель Ладу Искру выглядит попыткой сделать рембрендинг в рамках старой концепции. Производство развернули на бывшем заводе Nissan в Петербурге. Сама Искра позиционируется как народный седан за 1,7 миллионов рублей, который должен заменить Логан и Гранту. Но если сравнивать его с конкурентами, картина получается удручающей. За те же деньги можно взять китайский кроссовер с современным оснащением, панорамной крышей, турбомотором и электроникой. А у Искры платформа B0, простой салон и мотор в 90 лошадиных сил. Впечатление такое, что машину 2008 года подают под соусом новинки этого года. Если кто-то сомневается, пусть вспомнит провал бренда X-Side, который АвтоВАЗ запускал в прошлом году. Модели X-Cross 7 и 8 позиционировались как альтернатива китайцам, но по сути были их копиями с другой эмблемой. Цены как у Chery, но без нужной начинки и имиджа. Итог – фиаско. Рынок показал, покупатели не дураки. Та же участь, похоже, ждет и Искру, если компания не изменит подход. Лично я не понимаю, зачем делать вид, будто это новая модель. По факту это слегка переработанный Логан образца 10-летней давности. Ценник в 1,7 миллионов рублей просто нелеп. Лучше уж взять поддержанный Kia или кредит на Haval, чем покупать патриотизм по завышенной цене. Пока АвтоВАЗ не сделает продукт, который реально соответствует ожиданиям этого года, у него не будет шансов. Проблема усугубляется еще и реакцией покупателей. В интернете полно отзывов о текущем качестве автомобилей Lada. Люди делятся историями о том, как их Vesta NG начинает течь через месяц, или как Гранта с гарантией требует уже третью замену сцепления за год. Некоторые случаи вообще выходят за грань. X-Ray, который сгорел через полгода, и дилер, отказывающийся признавать случай гарантийным. Это не исключение, это системные проблемы. Заглянув на популярные автоплатформы, легко убедиться. Рейтинги Lada стабильно ниже, чем у тех же китайцев. Там, где Chery Tiggo 7 Pro получает 4,2 балла, Vesta NG с трудом держится на 3,5. Люди жалуются на шумку, сборку и надежность. Причем проблемы не только с машинами, но и с обслуживанием. Дилеры часто навязывают допы и отказываются по гарантии решать вопросы. Это подрывает доверие к бренду. Я лично знаю примеры, когда человек покупал Ладу, чтобы сэкономить, а в итоге вкладывал еще столько же в ремонт. АвтоВАЗу давно пора понять, цены это не все. Лучше бы они вложились в сервис и поддержку. Например, дали бы бесплатное техническое обслуживание на первые 3 года. Или запустили программу «Клиент доверяет». Это бы дало больше, чем все рекламные кампании. Если взглянуть на весь российский авторынок, становится ясно, насколько ситуация критична. В прошлом году продано 1,2 миллиона новых машин, из них 40% китайские. Доля Лады сократилась на 28%, и падение продолжается. Еще в 2020 году было почти 35%. Китайцы наступают, предлагают больше, стоит примерно так же. Tiggo 8 Pro, например, за 2,8 миллиона. Это огромный комфортабельный кроссовер, а Vesta за те же деньги седан с ручкой и простой начинкой. Слабый руль только добавляет масла в огонь. Комплектующие дорожают.
а китайцы, у которых уже есть локальные заводы, чувствуют себя увереннее. Государство вроде бы помогает АвтоВАЗу, выделяет субсидии, но этого мало. Китай вливает в свой автопром сотни миллиардов, а у нас латание дыр. Российский рынок – это поле боя, и Лада проигрывает, потому что играет по старым правилам. Нужны радикальные шаги, новые дизайны, честные цены, нормальный сервис. Пока этого нет, бренд будет терять позиции. Через пару лет он может оказаться в положении москвича, которого вспоминают только по старым фото. Пока что Соколов пытается держать оборону, сокращает производство, лоббирует законы, делает ставку на искру. Но без изменений в философии бизнеса все это может обернуться лишь затяжной агонией. Если срочно не обновить модельный ряд, не убрать 30-40% от цены и не наладить качество, будущее компании под большим вопросом. Есть несколько возможных исходов. Государство еще больше оградит рынок от конкурентов, создавая тепличные условия для АвтоВАЗа, но это лишь отложит крах. Другой – партнерство с китайцами, которое уже началось, но в этом случае Лада рискует стать просто наклейкой на китайские авто. И наконец, худший вариант – банкротство. Если продажи не пойдут, долги вырастут. И на горизонте маячит финал, которого боятся даже те, кто критикует АвтоВАЗ. Я верю, что шанс есть. Новый электрокар, переосмысленная Нива или честный рестарт с прозрачной политикой. Все это может изменить судьбу бренда. Но если вместо этого будут только сборы, запреты и лозунги, мы потеряем еще одну важную страницу истории российского автопрома. Этот разговор не только о машинах. Это о мечте, которая может возродиться, если приложить усилия. Пишите в комментариях, как вы считаете, можно ли еще спасти АвтоВАЗ и что для этого нужно. Подписывайтесь на канал, здесь будет еще больше откровенных разборов и живых историй. Давайте вместе наблюдать, к чему все это приведет. Ну и обещанная мною шутка не шутка. Первыми сломались те, кто верил, что скоро все закончится. Потом те, кто верил, что это когда-то закончится. Выжили те, кто сфокусировался на своих делах, без ожиданий того, что еще может случиться. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.